Всем привет, я Марина, и с вами Школа Сакрамел. Наконец-то дошли ручки до самой себя. В ролике покажу процесс выполнения маникюра самой себе. Поехали! Эти ноготки я выполняла где-то 1,5 месяца назад для нашего мероприятия Nail Блеск. Они уже достаточно отросли и чего только не повидали. Я с ними летала в отпуск в Америку, мы с мужем были на круизе. Кстати говоря, если хотите знать больше личного, тогда переходите в запрещенную соцсеть, подписывайтесь там, чтобы следить за лайв-жизнью там, а мне будет очень приятно. Итак, для того, чтобы выполнить наращивание, необходимо, конечно, снять прошлое покрытие. Будем снимать полностью, потому что моделирование ложа было выполнено молочным полигелем с блестками. Сейчас мне эти блестки не нужны. Даже если оставить тонкий слой, большая вероятность того, что материал сверху пропилится, и эти блестки будут видны. Поэтому снимаем полностью. Мне удобно работать движениями справа налево, когда насадка стоит перпендикулярно кутикуле. Тогда поверхность заглаживается и практически ничего не остается. До ногтя не дохожу, остальное уже буду допиливать пилкой. Как вы могли заметить, я уже выполнила моделирование на правой руке и большой пальчик на левой, поэтому сегодня будем выполнять наращивание на 4 ногтях. Для наращивания мне не нужен свободный край, чтобы формочка правильно установилась под нужным наклоном, поэтому спилим его при помощи пилки и шлифуем поверхность, приподнимая чешуйки. У меня очень своеобразные ногти, например, указательный, единственный, который растет прямо, все остальные ногти растут вверх. Именно поэтому для меня самый лучший способ моделирования – это, конечно же, нижние формы. Всегда говорю о том, что желательно, чтобы мастер умел работать в различных техниках. И на нижней форме, и верхней форме, и в том числе гелевыми типсами. Здорово, когда вы мастер-универсал и можете на любой запрос клиента ответить «да». В таком случае вы сможете быстро наработать клиентскую базу и, собственно говоря, расти в глазах клиента, потому что вы будете отличаться от других мастеров, которые просто красят. Но я выполняю маникюр алмазной насадкой пламя, зачищаю птеригий. У меня как раз таки кутикула не объемная, небольшая, а вот с птеригием стоит поработать, потому что его немало. Ну и также шлифую параллельно боковые валики и кутикулу. Если остается небольшая полосочка кутикулы, я ее срезаю при помощи ножниц. Я уже как-то слегка устала от большой длины, от формы миндаль, поэтому сейчас у меня противоположное тому. Это более короткая длина и форма квадрат. Вот. Но на самом деле давно с квадратом не ходила, не знаю, насколько удобно это сейчас для меня будет. Я каждый раз экспериментирую, пробую разные формы, длину и в целом себя в этом комфортно ощущаю. Наношу праймер для лучшей сцепки, потому что у меня обычно проблемы с носибельностью. Это тоже причина, по которой я не к какому-то мастеру хожу, а выполняю процедуру сама себе. Но это первый пункт, да, а второй, конечно, для создания контента, потому что всегда интересно посмотреть, как же мастер сам себе делает ногти. Одно дело делать кому-то, а другое делать самому себе. Итак, повторюсь, что буду выполнять моделирование на нижние формы, поэтому их сначала подготавливаем, вырываем серединочки, примеряю к ноготочку, и если линия улыбки совпадает с моей, тогда ее дополнительно вглубь не вырезаю, а делаю обязательно насечки от точек вроста, которые помогут хорошо в форме обжаться под пальцем, и формочка не будет стоять широко, потому что все-таки я хочу выполнить арочное моделирование, не салонное. Когда подношу форму к среднему, вижу, что формочка упирается посередине, значит нужно вырезать по боковым сторонам. То есть форму мы не всегда режем только по центре, а это будет зависеть от типа ногтевой пластины. Ну и, конечно, также не забываем про насечки. И не забудьте также посмотреть, чтобы центральная линия на форме была в продолжении центральной оси пальчика. Каким образом это сделать? Отверните пальчик от себя и посмотрите, чтобы центральная линия на форме стояла в продолжении костной фаланги пальца. Если ногти нормальные, то на арочный квадрат мы ставим формочку с легким подъемом вверх. Если у нас ногти сильно вверх растут, тогда мы ставим ровно. Вот, например, на среднем пальчике у меня ноготь сильно растет вверх, поэтому формочку ставлю более ровно. Форма должна быть обжатой, как трубочка, в таком случае получится арка. И выкладываю тончайшую подложку из прозрачного материала, для того, чтобы белый у меня хорошо просыхал. Вот здесь кроется важный нюанс. Если подложка будет выложена толсто, особенно под точкам ногтевого роста, то, к сожалению, никаких изящных тонких усиков не получится. Поэтому подложечка прям как тонкий-тонкий слой базы, просто для фиксации. Просушиваем в лампе. И теперь приступаем к этапу выкладки удлинения ногтевого ложа. Это непростой этап, я вам правда скажу, часто ученики на нем долго останавливаются и сидят на наших курсах по моделированию ногтей,
Но тут нужно понимать, чем чище мы выложим этот бортик улыбки, тем меньше нам нужно будет пилить потом его, и в целом получится френч достаточно четкий. Вы можете увидеть у меня на большом пальчике френч красивый, четкий, усики тонкие. Вот к этому мы с вами и стремимся. Для этого кисточкой для моделирования с тонким носиком прям выглаживаю всю поверхность, чтобы мне меньше пилить. Это удлинение гораздо удобнее выполнять при помощи полигеля, материал который не растекается и в принципе держит этот бортик. Что тут важно учесть? Что высота по центру должна быть около 2 мм, а к усикам сходить на нет. Там остается на самом деле 1 миллиметрик. То есть должен быть тоненький усик. Тоже будет плохо, если там совсем не будет материала, потому что, опять же, френч не получится четким. Короче говоря, в выкладном френче очень много нюансов. И для того, чтобы он получился ровным, красивым и четким, нужно просто эту технику оттренировать. Да, сначала она будет подольше занимать времени, безусловно, но когда вы поймете все принципы моделирования, тогда уже гораздо быстрее. После того, как мы закончили с выкладкой удлинения, снимаем липкий слой и пилочкой опиливаем бортик. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. Например, до этого, когда у меня были блестящие ногти, там полигель был очень густой, и мне не пришлось даже вообще опиливать. Я просто выложила кисточкой очень аккуратно и далее работала с блестящим кончиком. Здесь мне хочется точно убедиться в четкости линии улыбки, поэтому дополнительно опиливаю пилкой. То есть, еще раз повторюсь, если вы владеете кистью отлично, выкладываете четко, без наплывов, без навалов, то в принципе даже можно выложить полигелем очень аккуратно, без дополнительного опила. И теперь, в принципе, дело остается за малым. Мы обезжириваем, то есть, даже не обезжириваем, а убираем пыль. И теперь будем стыковать белый акригель к розовому, чтобы был один уровень. Важно, если акригель плохо просыхает, тогда лучше положить в 2 более тонких слоя. В моем случае полигель от Nail Republic, в принципе, он плотный, без крупиночек и хорошо раскладывается. Полигель можно в том числе заменить и на гель, но, на мой взгляд, белый слегка сложнее просыхает, нежели чем полигель, поэтому решила попробовать его. До этого, кстати, им не работало и, в принципе, мне понравился. Выкладываем сразу на готовность и просушиваем в лампе не менее 1 минуты. Снимаю формочку и вижу, что внутри все-таки материал слегка не просох. Поэтому выглаживаю это место кисточкой и отправляю в лампу на просушку. В прямом состоянии пальчиков и в перевернутом, чтобы просох материал изнутри. Вот и все, наши подложки уже готовы, и теперь мы можем приступать к опилу. Такой френч, кстати, будет весьма актуален для тех мастеров, которые не умеют рисовать френч и так не смогли научиться работать тонкой кисточкой для его прорисовки. То есть тут дело за вашим глазомером и за пилочкой. Я прохожусь по поверхности той же твердосплавной насадкой, которая выполняла снятие, конус. Она имеет плоскую поверхность, за счет этого хорошо выглаживает ноготочек. Мне остается буквально слегка смахнуть пилочкой. Первое, мы убираем длину. Для этого работаю пилочкой в обе стороны. И на самом деле на себе не так-то просто опиливать квадрат. Объясню почему. Когда мы пилим на ком-то, мы очень уверенно держим палец по точкам вроста, по боковым стенкам, так, что он не ходит ходуном, скажем так. Поэтому получается четкая форма. Здесь меня все никак не мог устроить результат. Я понимала, что ноготь шевелится, из-за этого получается не четкая форма, а слегка такой скво-овал. В общем, пробовала зафиксировать свой пальчик, чтобы опиливать все-таки четко и ровно. И опиливаем с вами зону кутикулы и поверхность, сглаживая получившиеся грани. После опила вижу такую область темную. Это говорит о том, что внутри есть пузырик. Его можно проколоть чем-нибудь остреньким. Например, я использую измеритель. Можно и алмазной насадкой выпилить этот пузырик. Почему так происходит? Мы берем с вами большой объем материала и не всегда видим, что происходит внутри. И теперь, словно шпателем, заделываю эти дырочки при помощи белого материала. Не переживайте, не будет видно, что вы заделали это место, будет все прекрасно выглядеть и носиться. Шлифуем поверхность бафом и теперь можем приступать к покрытию топом. Да, давненько у меня не было френча. После такого яркого блестящего дизайна это что-то такое спокойное. Посмотрим, каким образом я буду носить, не надоест ли мне этот френч или наоборот я в него влюблюсь. А вы, кстати, любите френч?
Что ж, в этот раз я выполнила наращивание, но на канале есть также видео, как я выполняю покрытие гель-лаком на самой себе. Если интересно, смотрите эти видео. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!